Всем доброго испанского утречка. И у нас прямое включение с хорошими новостями. Плохие новости уже всем поднадоели порядком. Расскажу, что хорошего происходит у нас тут в Испании. В общем, магазин Меркадона объявил о снижении цен на более чем 100 позиций товаров, чтобы облегчить жизнь населению и уменьшить стоимость продуктовой корзины. Представляете? Снизил цены. Магазин. Чтоб людям жилось хорошо. А до этого еще, когда пошел рост цен на бензин в связи с этим мировым топливным кризисом, наш премьер Педро Санчес снизил ставку ПДВ на топливо с 25 на 10%. И сейчас у нас в Испании топливо самое дешевое в Европе. Оно просто, цены практически заморозились на уровне тех, которые были до этого конфликта на Дальнем Востоке. Вы представляете? Вы слышали вообще про такое когда-то, когда цены не повышают, чтобы с населением больше добрать, а понижают, чтобы людям было комфортно жить, потому что не вынесут налоговое бремя граждане, и не только граждане Испании. И еще появился такое интересное явление, как бензиновый туризм в Испании. То есть в приграничных городах с Францией и с Португалией люди из Франции и с Португалии ездят в Испанию заправлять свои автомобили, потому что ценник почти в половину дешевле. И вот пока мы с вами идем, хотела поднять еще одну тему. Испания – социальная страна. Посмотрите, какая чистота на улицах. Вот мы сейчас идем не по главной улице, по какому-то проспекту, а просто по дворам. Ни пылинки не валяется, ни пакетика какого-то. Дороги все расчерченные, ровные, гладкие. Ты понимаешь, когда ты живешь, куда идут твои налоги? Ну, не твои в данном случае, пока еще. Ну, людей, которые работают в Испании, они видят то, что происходит вокруг. А коммунальные службы тут работают постоянно, день и ночь. Они возят мусор, они чистят улицы от мусора, от того же. Газоны подстригаются, плитка перекладывается там, где нужно ее переложить. Что еще? Пальмы обрезают, ездят. Ну, то есть, как бы, понимаете, да, происходящее. Наши службы работают, деревья пилят, наводят порядок эстетически в городе, вывозят сразу, заметают. И еще, кстати, прикол, раз мы уже начали про новости. Согласовали все-таки в парламенте массовую легализацию нелегалов. Знаете, что произошло после этого? С первого дня вступления в силу этого закона все центры по приему документов объявили забастовку. Вот так вот. А у меня как раз там подача на продление моей карточки в это время. Плакать или радоваться? Хотят, чтобы больше людей наняли работать, потому что они сильно устают принимать по одному человеку в полчаса. Ладно, посмотрим, что будет. К моей дате у меня, в принципе, сито есть. Ну, то есть окошко, время, запись. Надеюсь, что примут. Хотела вам еще рассказать по поводу мусора в Испании. Мусор в Испании сортируется, но это не так жестко, как в Германии тоже, допустим. Вот у нас есть такие контейнеры зеленые для стекла. Коричневые – это пищевые отходы. Серенький такой неприметный обычный – это смешанный мусор. Желтый пластик и синенький, голубой. Что это? Это бумага. Бумага-картон. Бутылки, банки тут мы не сдаем отдельно. То есть при покупке какого-то напитка ты не платишь дополнительную стоимость за тару, и потом не идешь, ее не возвращаешь. Это все выкидывается в общий мусор. Вокруг каждой урбанизации есть несколько таких групп контейнеров.
Вот вокруг нашей урбанизации, например, 3 группы таких контейнеров стоит для удобства. Еще один интересный момент. С момента перехода на летнее время, в плане перевода часов, мусор здесь можно выкидывать только с 9 вечера до 11 вечера. Это делается для того, чтобы летом это все не воняло, не кишило тараканами, крысами и прочими животными. С вечерком ты выкинул мусор, и где-то с 11 начинают ездить службы, которые этот мусор вывозят. Где-то с 11 до 12 идет вывоз мусора. Если вдруг вас заметят за выбросом мусора в дневное время, подъедет какой-то уполномоченный мужчина на автомобиле, вам могут выписать штраф. Говорят, что от 50 до 3000 евро. Не знаю, еще не сталкивалась, потому что не нарушаем. Но мне самой нравится эта система, на самом деле на улицах не воняет мусором. Особенно в этом климате, когда жарко, когда это все гниет, цветет. Это очень хороший ход, я считаю. И если мы уже с вами затронули темы бытовой жизни, расскажу вам немножко про урбанизации. Урбанизации – это такие комплексы домов, жилкомплексы, закрытой территории. На этой территории обычно есть всякая инфраструктура. То есть обычно зеленые зоны, бассейн, практически в 99% случаев. Иногда закрытый бассейн, площадка для теннис-падла, это такой испанский вид спорта, популярный тут, площадка для футбола, футбольное поле, мини-футбольное поле, куда ж без этого, но в Испании. У нас, например, еще в урбанизации есть теннисная площадка и площадка для волейбола. А также у нас находятся еще 2 кафешки. Просто кафешки, которые, грубо говоря, обслуживают, я не знаю, как это сказать правильно, жителей нашего комплекса. И там всегда много людей. В обед они выходят себе, пьют пивко, винишко, общаются, естественно, и расходятся дальше по домам, по своим делам. А, еще в урбанизациях обязательно есть паркинг. Это очень важно, потому что, несмотря на то, что паркинг в Аликанте бесплатный на улицах города, но вот так оставлять машину вдоль обочины – дело очень рискованное. Если вы кого-то не поцарапаете, потому что вы хороший водитель, то вас точно поцарапают рано или поздно. Вот еще одна урбанизация. Видите? Сейчас подойду поближе. Закрыто заборчиком все. У людей есть ключик для въезда. И вот живут такими маленькими муравейничками, человечками. Вот еще одна, более зеленая, с пальмами. Красивенько. Но такие урбанизации это где-то на окраинах города. В центре города такого нет. В центре города плотная застройка, старый город. И там, конечно, не так комфортно жить, не так уютно. И вот еще один тип урбанизации. Это такие двухэтажные обычно домики, которые вплотную стоят друг к другу, такие таунхаусы. Да, пришлось мне постараться, чтобы найти их в нашем райончике. Они тут есть, но их мало, и они не очень красивые. Обычно такие урбанизации находятся за чертой города. То есть целое прям села, что ли. Поселения такие небольшие, которые полностью состоят из вот таких вот урбанизашек. Тут тоже обычно это не одно такое здание цельное, а там их несколько в комплексе. В середине находится бассейн. На крышах часто бассейны бывают. И также так называемый солярий. Такое место для загорания на крыше дома. Так вот. А за городом они вообще в таком прям испанском стиле. Тут он больше современный уже стиль постройки. А там прям мозаика выложены, какие-то мелкие лепнинки. Все такое
рыже-песочная. Миленько очень смотрится. Ну вот какое-то такое видео получилось. Хотела поснимать просто про новости, одно за другим. Оно все как снежный ком. Бегала по району, искала урбанизации какие-то, чтобы поснимать, чтобы это все наглядно было. А самой нужно бежать домой, готовиться к поездке. А я вот это бегаю туда-сюда. Ладно, всем спасибо за просмотр. Если интересно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментарии, если кому есть что добавить к вышесказанному. Все, всем пока-пока, до новых встреч.